Кир Стармер прибыл в Китай с первым за 8 лет визитом британского лидера в попытке восстановить отношения со второй по величине экономикой мира. Доллар опустился до минимума за 4 года. Трамп уверяет, все хорошо, последняя трамповская. Президент США дал шанс Ирану избежать удара и призвал заключить ядерную сделку. В Иране уверяют, никаких контактов с американской стороной не было. Политический скандал в Вашингтоне. Демократы требуют отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Не уйдет сама, сделают импичмент. В Австралии рекордная жара привела к пожарам и сбоям энергосистемы. В Италии продолжают бороться с последствиями штормов и оползней. На Сицилию прибыла Джорджа Мелони. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай с первым за 8 лет визитом британского лидера в попытке восстановить отношения со второй по величине экономикой мира и сократить зависимость от все более непредсказуемых Соединенных Штатов. Хотя США могут играть определенную роль в формировании поездки, как Пекин, так и Лондон, как ожидается, сосредоточиться на широком круге двусторонних вопросов, сообщила агентству Reuters старший советник по политике Института глобальных изменений Тони Блэра Руби Осман. Я думаю, что с точки зрения Великобритании эта поездка выглядит немного необычно. Это первый визит премьер-министра за 8 лет. Но если посмотреть шире, на международном уровне, Стармер лишь последний в длинной череде западных лидеров, посетивших Китай за последние месяцы. Там уже были Макрон, Карни, вскоре поедет Мерц. Стармер и даже Трамп, возможно, планирует визит в апреле. Очевидно, что здесь играет роль геополитика. Есть ощущение, что сейчас слишком многое в мире находится в состоянии нестабильности. С точки зрения Великобритании, вероятно, стоит сохранять взаимодействие с ключевыми партнерами. Но я также думаю, что эта поездка готовилась довольно давно. Лейбористы, придя к власти, ясно дали понять, что хотят возобновить диалог на высоком уровне, который был прерван во время ковид. И этот визит — итог многочисленных контактов между министрами за последний год. В ходе трехдневного визита, в который Стармера сопровождают десятки руководителей компаний и 2 министра, он проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цзяном в Пекине. Затем посетит Шанхай, после чего совершит краткую поездку в Японию. Стармер стал очередным западным лидером, посетившим Китай. Его визит проходит в чувствительный момент для отношений между западными странами и США, после заявлений Трампа о том, что Соединенным Штатам необходимо взять под контроль Гренландию из-за якобы китайской угрозы в Арктике. Вероятно, США в какой-то степени будут влиять на то, как и Пекин, и Лондон воспринимают эту поездку, но я бы предостерегла от чрезмерной интерпретации происходящего исключительно через американскую призму. В двусторонних отношениях Великобритании и Китая происходит очень многое само по себе. Прошло 8 лет с последнего визита премьер-министра, и есть длинный список вопросов, проблем и возможностей, которые необходимо обсудить. Думаю, США будут присутствовать где-то на фоне, но у обеих сторон есть и собственная насыщенная повестка. В Пекине прошла встреча вице-премьера Китая Дин Сюэсяна с главой Goldman Sachs Дэвидом Соломоном. Стороны обсудили состояние китайской экономики и сотрудничество с иностранным бизнесом. Дин Сюэсян отметил, что экономика Китая сохраняет устойчивый рост и остается важным фактором для мирового развития. По его словам, в ближайшие годы страна продолжит открывать рынок и делать ставку на качественный рост, создавая новые возможности для зарубежных компаний. Вице-премьер подчеркнул, что Китай заинтересован в расширении инвестиций и партнерств. Дэвид Соломон заявил, что Goldman Sachs оптимистично оценивает перспективы Китая и намерен и дальше развивать работу на китайском рынке, а также содействовать стабильным отношениям между Китаем и США. Доллар Соединенных Штатов Америки обновил минимум за 4 года. Это произошло после заявлений Дональда Трампа, который сказал, что с американской валютой все отлично. Рынки отреагировали иначе. Доллар начали активно продавать, а евро, и иена, и фунт пошли вверх. Инвесторов тревожит непредсказуемая политика Белого дома, давление на Федеральную резервную систему и рост госрасходов. За прошлый год доллар потерял больше 9% и продолжает слабеть в начале нового года. Господин президент, с учетом текущего курса доллара, вы считаете, что он снизился слишком сильно? Нет, я считаю, что все отлично. Я имею в виду стоимость доллара. Посмотрите, какой бизнес мы ведем. Нет, с долларом все прекрасно. Знаете, это очень интересно. Если посмотреть на Китай и Японию, я раньше с ними отчаянно боролся, потому что они всегда хотели девальвировать свою иену. Вы знаете это?
иену и вану. И они всегда хотели ее девальвировать. Девальвировать, девальвировать, девальвировать. А я говорил, нечестно, что вы девальвируете валюту, потому что очень трудно конкурировать, когда они это делают. Но они всегда сопротивлялись. Нет, наш доллар очень хороший. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с Дональдом Трампом во Флориде выразил серьезную тревогу по поводу поведения американского политика. Об этом пишет издание «Политика», ссылаясь на источники среди европейских дипломатов. По данным журналистов, разговор Фицо и Трампа прошел в резиденции Мар-а-Лаго. После него словацкий премьер, уже на закрытой встрече лидеров Евросоюза, поделился своими впечатлениями и заявил, что считает Трампа опасным и непредсказуемым. Источники «Политика» подчеркивают, речь шла не об официальном выступлении, а о неформальном разговоре в узком кругу. Дипломаты передают слова Фицо со слов других участников встречи. Прямых цитат в материале не приводится. Публикация вышла на фоне растущего беспокойства в Европе по поводу возможного возвращения Трампа к активной роли в международной политике. В ЕС опасаются, что его позиция по НАТО, Украине и отношениям с союзниками может вновь привести к серьезным конфликтам. В команде Дональда Трампа эти сообщения назвали выдумкой и заявили, что встреча с Робертом Фицо прошла конструктивно и в дружеской атмосфере. Сам же Фицо категорически отрицает информацию политика. Я категорически отвергаю ложь ненавистного пробрюссельского либерального портала «Политико». Это печальный облик либерального и прогрессивного политического и медийного мира. Злоупотребление уголовным правом с целью уничтожения оппонентов. Неприятие иных мнений, безграничная ложь СМИ и попытки покушений на политических лидеров в Словакии и США. Хорошо известно, что я являюсь одним из любимчиков этого портала, где суверенитет, защита национальных интересов и собственное мнение считаются преступлениями. Поэтому я не выступал на неформальном саммите в Брюсселе, как и другие премьер-министры. Например, не выступал ни один представитель Вышеградской четверки. Я открыто критиковал этот саммит, его подготовку и сам факт его проведения. На саммите я ни с одним премьер-министром или президентом не обсуждал свой визит в США. Существовали настойчивые попытки сорвать мой визит в США, так же, как это было и с визитом в Россию, когда некоторые государства ЕС даже не позволили мне пролететь над их территорией. Вот что они называют солидарностью. Я согласен со многими стратегиями президента США, но с некоторыми нет. Я искренне ожидал, что после моего резкого заявления по Венесуэле мой визит в США будет отменен. Этого не произошло, и потому я тем больше ценю встречу с президентом США. Если мне нужно выразить критическое мнение, мне не нужны для этого никакие громкоговорители. Возможно, в качестве примера достаточно моего предложения о необходимости замены Кая Каллас. Европа больше не является главным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранной политике Кая Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе. По ее словам, изменения в трансатлантических отношениях носят структурный характер и требуют от Европы большей ответственности за собственную безопасность. При этом Каллас подчеркнула, что США останутся партнером и союзником Евросоюза, однако Европе необходимо адаптироваться к новым геополитическим реалиям и усиливать собственный оборонный потенциал. Европа больше не является главным центром притяжения для Вашингтона. Этот сдвиг продолжается уже некоторое время. Он носит структурный, а не временный характер. Это означает, что Европа должна взять на себя больше ответственности. Ни одна великая держава в истории не выживала, передав заботу о собственной безопасности на аутсорсинг. Пожалуй, самые масштабные изменения в фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до основания. Позвольте мне сказать предельно ясно. Мы хотим прочных трансатлантических связей. США останутся партнером и союзником Европы, но Европе необходимо адаптироваться к новой реальности. Эти события создают серьезную нагрузку на международные нормы, правила и институты, которые мы выстраивали на протяжении 80 лет. Риск полномасштабного возвращения к политике принуждения, сферам влияния и миру, где право сильного определяет все, вполне реален. США связали возможные гарантии безопасности для Украины с будущим мирным соглашением с Россией. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, в Вашингтоне дали понять, такой договор может предусматривать отказ Киева от части Донбасса. При этом в Белом доме подчеркивают, речь не идет о прямом давлении на Украину. Американские власти заявляют, что не требуют территориальных уступок и лишь пытаются запустить переговорный процесс. В Киеве подтверждают, проект соглашения о гарантиях безопасности уже готов. Однако украинская сторона настаивает, вопрос территориальной целостности не может быть предметом компромисса. Тем временем внутри украинского руководства растут сомнения, насколько тверды позиции США и готовы ли они закрепить свои обещания юридически. В Москве же заявляют, что именно контроль над территориями остается ключевым условием для любых договоренностей о прекращении войны. Тем временем в Кремле заявили, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, то может приехать в Москву. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский
готов к встрече с президентом России. Ну, вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. И Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. В индийском штате Махараштра потерпел крушение чартерный самолет. Обломки до сих пор тлеют, над местом падения поднимается густой дым. Катастрофа произошла недалеко от города Барамати. На месте работают пожарные и полиция. Спасатели разбирают искореженные части самолета. Вокруг собрались местные жители. В авиакатастрофе погиб заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар. Вместе с ним на борту находились еще 4 человека. 2 сотрудников и 2 члена экипажа. Никто не выжил. По данным индийских СМИ, Павар направлялся из Мумбаи в родной регион, где планировал участвовать в агитации перед местными выборами. Очевидцы публикуют кадры с места трагедии. Обломки разбросаны по открытому полю. Часть самолета продолжает гореть. Причины крушения пока неизвестны. Авиационные власти Индии начали расследование. Аджит Павар был одной из ключевых фигур в политике штата и представлял фракцию, поддерживавшую правящую партию премьер-министра Нарендры Моди. Президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение по ядерному оружию, предупредив, что в противном случае следующий американский удар будет значительно более разрушительным. Огромная армада направляется к Ирану. Она движется быстро, с великой мощью, энтузиазмом и целью. Это флот больше того, что был направлен к Венесуэле, во главе с великим авианосцем Эйбрахам Линкольн. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию. Со скоростью и насилием, если потребуется. Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит честную и справедливую сделку, без ядерного оружия, такую, которая будет выгодна всем странам. Время на исходе — это действительно вопрос первостепенной важности. Как я уже говорил Ирану ранее, заключите сделку. Они этого не сделали, и произошла операция «Полуночный молот», приведшая к масштабным разрушениям в Иране. Следующая атака будет гораздо хуже. Не допустите, чтобы это произошло снова. Тем временем в Иране отрицают сообщения о запросе на переговоры с США. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что в последние дни контактов с американским спецпосланником не было, а решение о начале диалога не принято. В Тегеране подчеркивают, переговоры в принципе невозможны в условиях угроз и военного давления. В последние дни между мной и господином Уиткоффом не было никаких контактов, и с нашей стороны не поступало запроса на переговоры. Различные посредники, разумеется, выходили на связь. Разные страны добросовестно пытаются сыграть определенную роль, и мы поддерживаем с ними контакты, однако никакого решения пока принято не было, и запроса с нашей стороны не поступало. Наша позиция ясна. Переговоры не могут вестись под угрозами, и любые контакты должны проходить в условиях, при которых угрозы и чрезмерные требования будут исключены. Военная угроза приведет к нестабильности во всем регионе, особенно с учетом характера присутствия США там. Это, на мой взгляд, является общим пониманием в регионе. Регион решительно выступает против военных угроз, и существует широкий консенсус, что нестабильность приведет к серьезным проблемам. Поэтому страны региона выступают против такого сценария. Если есть один урок, который аятолла Ирана уже должен был усвоить, так это то, что президент Дональд Трамп — человек, который держит свое слово. Так высказался сенатор и соратник американского президента Линдси Грэм. Также он призвал следить за развитием событий. Он сказал этому режиму: пришло время перемен, перестаньте убивать свой народ. А они продолжают убивать свой народ. Он сказал протестующим: продолжайте протестовать,
Это его момент Рональда Рейгана. Помощь уже в пути. И я ему верю. Так что если вы в бизнесе 72 девственницы, думаю, дела пойдут хорошо, если аятолла будет продолжать в том же духе. Народ Ирана мог бы быть нашим другом, но аятолла никогда не будет нашим другом. Куба скоро потерпит крах. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Венесуэла, ранее главный поставщик острова, в последнее время не направляет Кубе ни нефть, ни финансовую помощь. Господин президент, каковы ваши планы в отношении Кубы? Ну, посмотрим, что будет с Кубой. Есть здесь кто-нибудь, кому интересна Куба? Не так уж много людей. Это не кубинская аудитория. Но ничего страшного. Их много, особенно в Майами. А Куба довольно скоро потерпит крах. Куба — это страна, которая очень близка к провалу. Вы знаете, они получали деньги от Венесуэлы. Они получали нефть от Венесуэлы. Сейчас они этого больше не получают. В Гаване тысячи людей вышли на традиционный марш факелов в память о национальном герое Кубы Хосе Марти. Шествие прошло поздно вечером. От ступеней Гаванского университета колонна двинулась по центральным улицам города. Люди несли зажженные факелы и кубинские флаги, скандировали лозунги и пели патриотические песни. Во главе марша шел президент страны Мигель Диас-Канель вместе с представителями властей. Марш факелов проводится с 1953 года. Тогда его впервые организовали студенты в честь столетия со дня рождения Марти. Поэт, философ и революционер погиб в борьбе за независимость Кубы от Испании. В этом году акцию также посвятили предстоящему столетию со дня рождения Фиделя Кастро. Марш завершился у Фрагуа Мартиана, бывшей тюрьмы, где когда-то содержался национальный герой. Этот марш — крик кубинского народа против всей несправедливости, которая происходит в Латинской Америке, против того, что произошло с Мадуро, против всего этого процесса, против всего, чего Трамп хочет для Латинской Америки. Так быть не должно. Он хочет сделать Латинскую Америку своим задним двором. И этот марш — наш крик. Крик кубинцев, кубинского народа, кубинской молодежи против всего того, чему нельзя позволить случиться. В эти сложные времена идеи Хосе Марти и Фиделя — это идеи, которые кубинцы должны беречь. Кубинцы, которые верят в жизнь, кубинцы, которые верят в любовь, в мир и, конечно, в свободу. А это наш девиз. Власти Эквадора заявили, что агент иммиграционной службы США попытался войти в консульство страны в Миннеаполисе, но сотрудники не пустили его внутрь. В МИД Эквадора подчеркнули, что в здании находились их граждане, и действия персонала помогли обеспечить их безопасность. После инцидента Кито направил ноту протеста американской стороне с требованием не допускать подобных случаев. Сегодня утром консул Эквадора в Миннеаполисе сообщил, что примерно в 11:00 агент службы иммиграционного и таможенного контроля США попытался войти в здание консульства. Сотрудники консульства немедленно предотвратили вход агента ICEE в консульские помещения, обеспечив защиту граждан Эквадора, находившихся в тот момент внутри, а также привели в действие экстренные протоколы, установленные Министерством иностранных дел и по вопросам миграции. В связи с этим министр иностранных дел республики незамедлительно направил официальную ноту протеста в посольство США в Эквадоре с требованием гарантий того, что подобные инциденты не повторятся в эквадорских консульских учреждениях на территории Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах Америки разгорается новый политический скандал. Как пишет The New York Times, демократы в Палате представителей требуют отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Поводом стала трагедия в Миннеаполисе, где федеральные иммиграционные агенты застрелили 2 человек. По данным издания, к инициативе об импичменте уже присоединились более 160 демократов. Это около 3/4 всей фракции. Поддержку кампании публично выразили и лидеры партии в Палате представителей — Хаким Джеффрис, Кэтрин Кларк и Пит Агилар. В совместном заявлении, которое цитирует The New York Times, они обвинили руководство министерства в чрезмерном применении силы и заявили, что происходящее похоже на череду убийств. По их словам, Кристи Ноэм должна быть немедленно уволена, иначе демократы начнут процедуру импичмента. Пока ни один республиканец не поддержал эти требования, отмечает издание. Это означает, что при нынешнем составе Конгресса запустить процесс практически невозможно. Однако демократы уже дают понять, если после промежуточных выборов они получат большинство, расследование будет продолжено. Газета также сообщает, что в партии начали подготовку к возможному импичменту заранее, даже без поддержки со стороны республиканцев. В Сенате ситуация схожая. Как пишет The New York Times, часть демократов требует отставки Ноэм, а некоторые сенаторы прямо говорят о необходимости импичмента, если она не покинет пост добровольно. Американская разведка сомневается в готовности нового руководства Венесуэлы к полноценному сотрудничеству с Вашингтоном, сообщает агентство Reuters. После ареста Николаса Мадуро временная глава страны Дельси Родригес пошла на отдельные уступки США. Были освобождены политические заключенные и разрешена ограниченная продажа нефти американским компаниям.
Однако, по данным источников Reuters, в американских спецслужбах Каракас не спешит разрывать связи с Китаем, Россией и Ираном. Именно этого от Венесуэлы ждут в Вашингтоне. Как отмечает агентство, в страну приезжал директор ЦРУ, но уверенности в том, что новое руководство выбрало курс на сближение с США, у американской стороны по-прежнему нет. Эта неопределенность может осложнить планы Вашингтона по снижению влияния других мировых игроков в регионе и доступу к венесуэльской нефти. В то же время, по словам самой Дельси Родригес, между Каракасом и Вашингтоном сохраняются каналы диалога, основанные на уважении и рабочем взаимодействии. Власти Венесуэлы также заявили о начале разблокировки замороженных за рубежом средств, которые планируют направить на здравоохранение и другие социальные сферы. Я подтверждаю то, о чем говорил президент Дональд Трамп. Между нами установлены каналы общения, основанные на уважении и вежливости, как с президентом Соединенных Штатов, так и с госсекретарем Рубио, с которым мы формируем рабочую повестку. В рамках этой повестки, и учитывая, что сегодня мы находимся на мероприятии в сфере здравоохранения, я также хочу сообщить, что мы разблокируем средства Венесуэлы, принадлежащие венесуэльскому народу. Эти средства позволят направить значительные ресурсы на закупку медицинского оборудования в Соединенных Штатах и других странах. Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США вернуть Николаса Мадуро в Венесуэлу, чтобы его судили на родине, а не в американском суде. Он резко осудил возможные удары по Каракасу, назвав их историческим позором для всего региона. Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений Петро с Дональдом Трампом накануне их первой встречи в Вашингтоне. Бомбардировка Каракаса, родины Боливара — это не акт против Трампа, простите, против Мадуро, которые похожи, потому что верят в нефть, как и Урибе. Но они должны вернуть его и позволить венесуэльскому суду судить его, а не американскому. Почему? Потому что латиноамериканская цивилизация отличается от англосаксонской, европейской. Как вообще можно было подумать о бомбардировке родины Боливара? Это пятно ляжет не на Мадуро, даже если он умрет в американской тюрьме. Это историческое пятно. Оно никогда не будет забыто. И с течением времени не забудется, что первым латиноамериканским городом, подвергшимся бомбардировке в истории, стал город Боливара, названный в честь освободителя, который любил Вашингтон. Правительство Японии осудило несколько запусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей, назвав ее ядерную и ракетную программы абсолютно неприемлемыми. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были запущены из района вблизи столицы КНДР, Пхеньяна, около 15:50 по местному времени, 6:50 по Гринвичу, в направлении моря у восточного побережья страны. По его данным, ракеты пролетели около 350 километров. Последний запуск произошел на фоне визита высокопоставленного представителя Министерства обороны США в Южную Корею, в ходе которого обсуждалась модернизация военного союза двух стран на фоне стремления Вашингтона к более ограниченной роли в совместных оборонных усилиях против Северной Кореи. Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, включая недавний запуск баллистической ракеты, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и являются абсолютно неприемлемыми. Кроме того, мы признаем, что подобные пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и представляют собой серьезную проблему, затрагивающую безопасность населения. Правительство продолжит прилагать все усилия для сбора, анализа и мониторинга необходимой информации. Совместно с Соединенными Штатами и Южной Кореей мы будем и далее добиваться полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и требовать полного отказа Северной Кореи от ее ядерной и баллистической ракетной программы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила сицилийский город Нисчеми, где после сильного шторма произошел масштабный оползень. С вертолета глава правительства осмотрела район бедствия. Часть плато, на котором стоит город, продолжает сползать вниз, к равнине. Десятки домов оказались буквально на краю обрыва. Некоторые здания нависают над пустотой, а одна из машин после обвала осталась наполовину в пропасти. По данным службы гражданской защиты, из опасной зоны эвакуировали более 1500 человек. Власти опасаются новых обрушений. Почва остается нестабильной. После облета Мелони встретилась с мэром Нисчеми и экстренными службами. На совещании обсуждали меры по укреплению склона и помощь жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Ранее правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сразу в 3 южных регионах страны – на Сицилии, Сардинии и в Калабрии. Все они пострадали от мощного шторма, обрушившегося на страну на прошлой неделе. Юг Австралии продолжает страдать от рекордной жары. Уже 5-й день подряд температура держится на экстремальных отметках, и это приводит к масштабным природным пожарам. В штате Виктория огонь прошелся по небольшому поселку Гелибранд.
Стихия уничтожила жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. По данным экстренных служб, подтверждена гибель как минимум 16 строений. Оценка ущерба продолжается. Спасатели обследуют выгоревшие районы. Власти сохраняют режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят не приближаться к зонам, где действует предупреждение, и не рисковать жизнью без крайней необходимости. По словам главы службы по чрезвычайным ситуациям штата, север Виктории переживает уже 8 дней подряд с температурой выше 40 градусов. Даже ночью воздух не остывает. Столбики термометров остаются на уровне 25 и выше, что серьезно бьет по здоровью людей. Жара перегрузила и энергосистему региона. Без электричества остаются тысячи домов, хотя за последние сутки подачу удалось восстановить для большинства потребителей. Синоптики предупреждают, облегчение придет не раньше выходных. Ночь в шотландском Лервике озарили сотни огней. Жители города вышли на улицы с факелами, чтобы отметить Ап-Хелли АА, крупнейший в Европе фестиваль огня, посвященный викингскому наследию. Во главе шествия участники в костюмах воинов Севера. За ними сотни гайзеров, как здесь называют участников праздника. В руках деревянные факелы с пропитанной горючим тканью. Под бой барабанов процессия медленно движется по городу. Марш заканчивается у реплики викингского дракара, который несколько месяцев строили специально для этой ночи. Когда звучит сигнал горна, факелы один за другим летят в корабль. Через считанные минуты судно охватывает пламя. Огонь символически завершает праздник Йоля и возвращение солнца после долгой северной зимы. Фестиваль Ап-Хелли-Аа в нынешнем виде проводится уже более 140 лет, но его корни уходят в эпоху древних норвежцев, чьи обряды когда-то определяли жизнь этих островов.